Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыч. И сегодня мы рассмотрим технические индикаторы KDJ. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Future. Итак, заходим в меню технические индикаторы. Топ-счет. Ставим галочку напротив KDJ. Сохранить. Под графиком появились линии KDJ. Индикатор KDJ – это технический индикатор, используемый для анализа и прогнозирования изменений в тенденциях акций и ценовых моделей торгуемого актива. Индикатор KDJ иначе известен как случайный индекс. Индикатор KDJ разработан с единственной целью сделать торговлю максимально эффективной и заслуживает вашего внимания. KDJ идеально подходит для определения как тренда, так и оптимальных точек входа. KDJ индикатор является производным от индикатора Stochastic Oscillator, с той лишь разницей, что он имеет дополнительную линию, называемую J, которая дает дивергенцию линии K. Линия KD называется стохастическим индексом. K – быстрый индекс фиолетового, D – медленный индекс синя, а желтая линия J. Если вы не поняли, какому индексу соответствует цвет, заходим опять в технические индикаторы. Топ-счет. И смотрим. Как видим на графике, KDJ достаточно хорошо показывает моменты смены тренда, но, к сожалению, плохо применим для флета. Проблема в том, что KDJ позволяет довольно точно определять точки разворота тренда, но во время неопределенности на рынке генерирует ложные сведения. Поэтому во время штиля на графике рабочего актива ловить развороты тренда по KDJ не рекомендовано. Чем больше расхождение, тем сильнее сигнал, показывающий сильный тренд. Пересечения должны быть в установленном диапазоне, выход за который может означать скорое окончание движения. Схождение этих линий указывает на торговую возможность. Таймфреймы от 4-часового и выше. Для поиска сигнала используем крупное масштабирование графика. По значению KDJ его можно разделить на несколько областей, а именно зону перекупленности, зону перепроданности и зону блуждания. Показатель выше 80 – это зона перекупленности. Ниже 20 – зона перепроданности. А остальное – зона блуждания. Когда три значения KDJ близки к 40, это означает, что силы обеих сторон сбалансированы. Когда все три значения KDJ больше 40, это означает, что покупка является доминирующей. Когда все три значения KDJ меньше 40, это означает, что продажа является доминирующей. KD выше 80 следует рассматривать как продажу, ниже 20 следует рассматривать как покупку. В индексе KDJ значение K и диапазон значений D равны от 0 до 100, в то время как диапазон значений J может быть больше 100 и меньше 0. Необходимо учитывать расстояние между линиями и их направлением. Если они расходятся и направлены в одну сторону, то разворот состоялся, тренд сильный. А пилообразный профиль линии говорит о неуверенном движении цены. Сигнал не самый хороший. Добавьте к сигналам индикатора KDJ любые другие осцилляторы, например, самый популярный MACD, RCI. Нажимаем технические индикаторы, топ-счет, MACD, RCI. Сохранить. Под графиком добавились наши осцилляторы. Индикатор KDJ – гибрид трендового инструмента и осциллятора. Как и MACD, он помогает определить точки входа в рынок, направление и силу тренда. Он не показывает перекупленность или перепроданность, но располагается в отдельном окне под графиком. И в момент возможного разворота определяется
по его числовым значениям, отклоняющимся от стандартного диапазона движения. Для достижения наилучших результатов KDJ можно комбинировать с другими индикаторами, такими как средний индекс направления ADX и средний реальный интервал ATA. Первый всегда находится перед кривой и может указывать на следующую инверсию тренда. Последний способен определять волатильность рынка, что особенно полезно, поскольку KDJ не работает в периоды флета на рынке. Преимущество индекса KDJ заключается в том, что он очень чувствителен, подходит для кратковременной работы и при нормальных условиях обладает высокой степенью точности. Но из-за своей чувствительности он часто посылает сигналы на покупку и продажу слишком рано. На очень сильном рынке и на очень слабом рынке будет наблюдаться пассивность индикатора, что приводит инвесторов в замешательство и приводит к операционным ошибкам. Стоит обратить внимание, что как и любой другой индикатор, следование тренду KDJ будет подавать много ложных сигналов во время флетового рынка. Именно по этой причине многие трейдеры считают, что его стоит использовать на более длительных таймфреймах. Вывод. Индикатор KDJ сложный с точки зрения интерпретации сигналов и подходит в большей степени для долгосрочных стратегий, но в сочетании с трендовыми инструментами может приносить прибыль. Общее правило для всех индикаторов гласит: любой индикатор дает лишь рекомендательный сигнал для покупки и продажи, а вот насколько правильно он рекомендует, решать лишь вам. И, конечно же, не стоит строить свою торговлю на работе лишь с одним инструментом. Помните, что нет индикатора, способного дать стопроцентный точный сигнал. Даже самые лучшие индикаторы время от времени дают ложные сигналы. Не забывайте соблюдать основные правила управления рисками и средствами. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!